С первыми лучами солнца, озарившими вершины зеленых гор, Тудип уже привычно занималась заготовкой длинных, ровных стеблей бамбука. Остановившись на окраине густого леса, она достала маленький нож, висевший у нее на поясе, и начала аккуратно срезать стебли. Прочные, ровные бамбуковые палки после расщепления превращались в прочные ленты, которыми можно было связывать дрова или товары. Она не торопилась. Каждое движение было точным и уверенным. Ее маленькие руки работали ловко и умело. Разделав бамбук на длинные полоски, она сложила их в аккуратные пучки и отложила в сторону. На лбу выступил пот, но в ее глазах светилась решимость. Затем Тудип отправилась на участок, где когда-то посадила маниоку. Присев на корточки, она осторожно убрала слой сухих листьев, укрывавших землю. Ровные ряды кустов маниоки прочно вросли в почву, впитывая из нее все питательные вещества. Она взяла нож, срезала стебли, оставляя короткие пеньки, и аккуратно отложила их в сторону. Под слоем плодородной земли показались крепкие, округлые клубни маниоки, вызвав у нее тихую радость. «Сегодня собрала немало, надеюсь, продам по хорошей цене», – пробормотала она, в глазах мелькнула надежда. Она сложила клубни в небольшие связки и перевязала их заранее подготовленными бамбуковыми лентами. Эти ленты были прочными и надежными, поэтому она могла без опасений нести товар на рынок. Когда солнце начало подниматься выше, Тудип взвалила на плечи 2 связки маниоки и пучок бамбука, уверенно зашагав по дороге в деревню. Придя на рынок, она остановилась в небольшом уголке, где местные жители обычно собирались для торговли. Она аккуратно разложила товар и стала ждать покупателей. Мимо проходила пожилая женщина. Заметив свежие клубни, она остановилась и спросила: «Сколько стоит маниока?» Тудип подняла голову и с улыбкой ответила: «Бабушка, выбирайте, цена совсем невысокая». Женщина одобрительно кивнула, выбрала несколько связок и заплатила. Тудип благодарно поклонилась, радуясь первому успешному обмену. Чем выше поднималось солнце, тем больше народу стекалось на рынок. Благодаря свежести маниоки и прочности бамбуковых лент, весь ее товар был распродан еще до полудня. Хотя денег было немного, их хватило, чтобы продолжать вести самостоятельную жизнь, к которой она так стремилась. На обратном пути Тудип слегка улыбнулась, ощущая в душе спокойствие и умиротворение. Продав всю маниоку на рынке, Тудип направилась обратно по пыльной дороге к своему дому. Но, дойдя до уединенного участка пути, она внезапно увидела перед собой знакомую фигуру. Бакки? Она замерла, чувствуя, как внутри зарождается тревога. Этот человек когда-то продал ее в дом Пау, чтобы расплатиться с долгами. Она не хотела видеть его снова. «Дип! Наконец-то я тебя нашел!» Голос его был хриплым, но в нем слышалась поспешность. Тудип крепче сжала ремешки корзины на плече и сделала шаг назад. «Зачем вы меня ищете?» – спросила она холодно. Бакен огляделся по сторонам, а затем подошел ближе. «Ты должна вернуться в дом мужа. Ты до сих пор им должна». Эти слова ошеломили ее. Они сами отвергли ее, а теперь хотят, чтобы она вернулась. «Я больше не имею к ним никакого отношения», – твердо ответила она и развернулась, чтобы уйти. Но Бакен резко схватил ее за руку и дернул так сильно, что она пошатнулась. «Ты не можешь. Ты должна вернуться и заплатить за свой долг. Семье Пау нужна ты». Тут Дип вырвалась. В ее глазах вспыхнул гнев. «Я ничего им не должна. Они сами изгнали меня, унизили меня. А теперь требуют, чтобы я вернулась?» Но Бакен не собирался отступать. Его хватка была крепкой, и он продолжал тащить ее за собой. Несмотря на возраст, он был еще силен, и Тудип не могла вырваться. «Идем, иначе Мамай не оставит тебя в покое». Он протащил ее несколько шагов, но Тудип изо всех сил рванулась, сбросив его руки. Она тяжело дышала, отступая назад. «Лучше умереть, чем вернуться».
Но Бакен не собирался ее отпускать. Он бросился вперед, схватил ее обеими руками, на этот раз крепче, не давая ей шанса убежать. Тудип отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. После долгой борьбы она оказалась снова в доме Пау. Как только она переступила порог, раздался резкий пронзительный крик: «Ах ты, дрянь! Осмелилась сбежать и теперь смеешь вернуться!» Мамай стояла посреди комнаты, ее глаза полыхали холодной яростью. Она уперла руки в бока, словно бросая вызов. Пао сидел рядом, от него пахло алкоголем. Он лениво осмотрел ее с головы до ног и презрительно ухмыльнулся. «Ты ведь всего лишь женщина», — сказал он насмешливо. «В конце концов, тебе все равно пришлось вернуться». Тудип сжала губы, ее глаза вспыхнули гневом. Она знала, это не будет тихое возвращение. На лесозаготовительном участке Джеймс стоял прямо. Его взгляд был задумчивым, наблюдая за рабочими, которые усердно трудились. Звук бензопил разносился по всему лесу, массивные деревья одно за другим падали и отправлялись на переработку. Под его строгим надзором весь процесс шел по плану, без сбоев. Но сегодня в его душе поселилось странное беспокойство. С самого утра он не видел Тудип. Обычно, закончив работу или торговлю на рынке, она возвращалась в хижину, которую он подготовил для нее. Но сегодня ее не было. Не раздумывая, Джеймс сел в машину и направился к ее жилищу. Когда он приехал, тревога внутри него только усилилась. В хижине было темно, ни одного признака жизни. Холодный ночной ветер трепал занавеску у двери. Джеймс быстро вошел внутрь, осмотрелся. «Тудип!» – позвал он, но в ответ слышалось лишь стрекотание насекомых. Беспокойство стало нарастать. Он проверил окрестности, но не нашел никаких следов ее присутствия. Куда она исчезла? Джеймс опустился на деревянный стул в пустой хижине, ощущая странную тяжесть в груди. Он не хотел слишком вмешиваться в ее жизнь, но почему ее исчезновение вызывало у него такую тревогу? Он ждал до глубокой ночи, надеясь, что она вернется, но с каждой минутой его беспокойство только росло. Он крепче сжал кулак. Если с ней что-то случилось, он никогда не простит себе этого. К утру, не в силах больше ждать, он отправился обратно, но чувство тревоги не покидало его. На следующий день, во время осмотра стройплощадки, ему позвонили с экстренным сообщением. «Сэр, экскаватор на объекте сломался. Сильная утечка масла. Это может серьезно повлиять на весь процесс». Голос рабочего звучал встревоженно. Джеймс нахмурился и немедленно поднялся. «Вы выяснили причину?» – спросил он твердо. «Мы работаем над этим, но похоже, что проблема в двигателе. Если не устранить ее быстро, придется приостановить работу, что приведет к большим убыткам». Джеймс тут же направился к месту поломки, отбросив все посторонние мысли. Сейчас работа требовала его полного внимания. Но где-то в глубине души тревога за Тудип продолжала терзать его. Ранним утром Мамай вошла в дом, уперев руки в бока, и с холодным презрительным взглядом посмотрела на Тудип. В руках она держала большую корзину и резко сунула ее девушке, указывая на томатный сад за домом. «Иди, собери все помидоры для меня». Мягкие утренние лучи солнца пробивались сквозь листву, окутывая сад золотистым светом. Ряды зеленых кустов тянулись вдоль ограды, а спелые красные плоды свисали с веток. Но эта живописная картина не могла скрыть горечь, которую испытывала Тудип. Она постояла на месте, глубоко вздохнула, затем шагнула в сад. Ее маленькие, но сильные руки осторожно потянулись к помидорам. Она проводила пальцами по их гладкой кожице, затем аккуратно срывала только те, что достигли зрелости. Прохладный утренний воздух не спасал от усталости. Капли пота стекали с ее висков, оставляя влажные следы на щеках, когда она наклонялась, аккуратно укладывая помидоры в корзину. Тудип знала, что если действовать грубо, плоды раздавятся и потеряют свою ценность. Поэтому она работала осторожно, не оставляя ни единого пригодного к сбору плода.
Легкий ветерок шевелил зеленые листья, наполняя воздух запахом влажной земли и растений. Но вместо покоя Тудеп ощущала лишь тяжесть. Она не собирала урожай ради собственного пропитания или заработка. Она делала это по принуждению, за вымышленный долг, который ее навязала эта семья. В это время Пау сидел с друзьями за выпивкой. Один из мужчин вдруг ухмыльнулся и, глядя прямо на него, усмехнулся. «У тебя вроде как жена есть, а толку никакого. Люди говорят, если у мужика нет детей, то он ничего не стоит. Может, проблема в твоей жене?» Вернувшись домой пьяным, Пау с грохотом распахнул дверь. Его лицо пылало от гнева. Он подошел к Тудеп и резко схватил ее за руку. «Хорошо, сегодня ночью ты будешь со мной!» Тудип отчаянно вырывалась, стараясь освободиться от его грубых рук. «Отпусти меня!» В этот момент дверь резко распахнулась, и в комнату вошел Онг Чеу. Его голос прозвучал низко, но твердо. «Пау, немедленно отпусти ее!» Пау замер, его глаза метали молнии, но он нехотя разжал хватку. Тудеп дрожащими руками отступила в угол, ее глаза наполнились слезами. Она не знала, как долго еще сможет выдерживать этот кошмар. Но она была уверена в одном – она обязательно найдет способ выбраться отсюда. Мягкие утренние лучи солнца пробивались сквозь густую листву, расстилая на земле тонкий слой золотистого света. Когда-то это место было ее единственным убежищем, уголком тишины среди хаоса. Здесь не было ни криков, ни побоев, ни жестоких требований. Он на мгновение вошла внутрь и взгляд скользил по каждому уголку скромной кижине. Весь вокруг напоминало о мнимлаях, кто-то не пришел здесь освободению воспоминаниях щеджин. Он напомнил, как он в превье принес до тащдриания актот. Весь вокруг на лотаки фаучили на него помело крак, они вестработали в саду и улыбаться. Но теперь эта улыбка казалась далекой. Тудип подошла к старому деревянному столу, достала из-за пазухи сложенный лист бумаги и аккуратно положила его на поверхность. Ее рука слегка дрожала, когда она взяла ручку, а каждая буква появлялась на бумаге словно исповедь, которую она никогда не осмеливалась озвучить. «Ха, Джеймс, спасибо за твою помощь, когда у меня не было никого рядом. Спасибо за то, что ты дал мне крышу над головой, когда я не знала, куда идти. Но я не могу больше принимать твою доброту. Надеюсь, однажды ты забудешь обо мне и больше не будешь беспокоиться». Закончив писать, она тяжело вздохнула. Затем аккуратно сложила лист и положила рядом маленький мешочек. Внутри была та самая одежда, которую он когда-то купил для нее. Это был первый подарок, полученный от человека, который не платеше использовать ее и винудить к чему-то. Леко киай пори вери пронесший сквозь шел в двери, а тенспу бумагу на строч дрогнет. Тудет стояла неподвижно, выглядеваешь звичайнут, хувно стараешься запечь киетєві пам'яті. Наконець, ona глибоко вдохнула, развернула и вышла. Двумя кожа крила за ее спиной, став немым символом завершения короткого периода свободы в ее жизни. Пусть от некоторое время Джеймс вернулся к изучению, переступив порог, он сразу же заметил из бумаги на столе. Рядом лежал тот самый сверток с одеждой, он молча подошел, видя письмо, о чем он думал в тот момент, но его взгляд потемнел, стал глубоким, словно бездонно узорившим. Tổng giám đốc giải quyết vụ án, mưu oan cho bà mẹ đơn thân bị phạt 3 năm tù. Trên con đường mòn bụi bặm giữa vùng quê hẻo lánh, một người phụ nữ lặng lẽ bước đi, ánh mắt trĩu nặng, nỗi đau không lời. Đó là Diệp, một cái tên tưởng chừng bình dị nhưng lại gắn liền với những cơn sóng ngầm của số phận. Vì gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, bị buộc tội ăn cắp sổ đất đai quý giá, cô đứng trước lằn ranh của tự do và tù tội. Nhưng trong bóng tối ấy, một tia sáng
bất ngờ lóe lên một người đàn ông giàu có, quyền lực với đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy ẩn ý bước vào cuộc đời cô. Trong tập 1 này sẽ cho bạn thấy liệu đó là ánh sáng của hy vọng hay chỉ là một cái bẫy khác đang chờ đợi. Diệp ngồi co ro bên lề đường, đôi tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò như cố níu